Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре хочу с вами поделиться своим впечатлением от полимерной глины Fimo Air Basic. Эта глина не требует обжига, она самозатвердевает на воздухе. Я ее уже, конечно, протестировала, и вот что у меня получилось. Ретро-подвеска в виде карусели, и далее в видео я вам покажу процесс, как я работала с этой глиной. Надеюсь, видеообзор будет для вас интересным и полезным. Приятного просмотра! Этот молд я приобрела несколько месяцев назад с целью делать вот такие подвески, как дополнение к елочным игрушкам и не только. Существует много вариантов таких глин, и по отзывам я выбрала самую подходящую. Но в моей стране ее нет, и в близлежащих тоже, но поиски продолжаются. И решила все-таки попробовать и купила вот эту глину. По отзывам ее кто-то хвалит, кто-то нет, но, как говорится, пока сам не попробуешь, не узнаешь. Эта глина очень быстро засыхает на воздухе, поэтому для большей надежности я ее храню в простом пакете и затем в zip-пакете. И основные характеристики этой глины: не требует обжига, затвердевает на воздухе в течение 24 часов, напоминает обычную глину, минимум 95% натуральных веществ, устойчива к деформации и нейтральный запах. Также написано, что она приятна на ощупь, не прилипает, и затвердевшее изделие можно обрабатывать, сверлить, ошкуривать, красить и лакировать. На ощупь, да, она приятна, почти не прилипает и запах нейтральный. Очень хорошо мнется, и перед тем, как закладывать ее в молд, я помну ее немного руками. Как видно на видео, руки от нее белеют, но абсолютно не липнут. После того, как глину я помяла, закладываю ее в молд вдавливающими движениями, чтобы полностью заполнить молд и не осталось места для пустот и пузырьков. Обязательно поправляю то место, где в будущем будет отверстие, чтобы оно получилось ровным. Глину вдавливаю на протяжении нескольких минут и в это же время немного раздвигаю молд. И только после этого убираю излишки глины. Излишки глины возвращаю к основной и далее продолжаю выравнивать глину на молде. И вот так выглядит наполненный молд этой глиной. Руки, конечно, да, белые. И в этот раз глина будет немного выступать из молда, совсем немного. Я это сделала, потому что эта глина тоже дает незначительную усадку. И теперь немного поверхность я выровняю с помощью деревянной палочки, пальцев и кисточки. Мне не нравится, как эта глина выглядит после закладки, поэтому я таким образом пытаюсь ее подровнять. Конечно, на упаковке написано, что затвердевшее изделие можно ошкуривать. Но что-то я очень сильно сомневаюсь, что эта глина крепкая по устойчивости. Больше глина мне не понадобится, поэтому я сразу ее запаковываю, чтобы она не отвердевала. Более-менее я выровняла ее с обратной стороны и буду надеяться, что внутри тоже весь молд заполнился. Далее я отправляю этот молд в морозилку на минут 20-25. И пока молд с глиной в морозилке, хочу вам более детально показать уже готовое высохшее изделие из этой глины. После высыхания глина становится почти белой, но не чисто белой, поэтому если вы хотите добиться чистого белого цвета, все равно ее придется подкрашивать. Я еще это готовое изделие не обрабатывала для того, чтобы показать вам все нюансы. Издалека смотрится вроде бы все красиво, но при приближении видно, что глина дала усадку и потрескалась. Конечно, да, это все можно зашкурить и где-то покрыть грунтом, чтобы закрыть эти трещины. Получается, нужно сделать много доработок до этапа покраски. Но я все-таки хочу довести дело до конца и посмотреть, как готовое изделие из этой глины поведет себя во время обработки. Но процессом обработки данной подвески я уже с вами поделюсь в другом видеообзоре. И прошло уже 20 минут, давайте достанем глину из молда. Доставать нужно аккуратно, сначала немного раздвинув края молда. Затем перевернуть молд
молд и аккуратно по чуть-чуть извлекать лепнину. Немного переживаю, отпечатались ли все узоры и выйдет ли конь целым. Конь целым не вышел, 2 ноги его остались в молде. Я их, конечно, достану и просто добавлю поверх этой лепнины. Возможно, по времени я подержала меньше, чем первый раз. Но помимо этого, мне не нравится, как получилась гладкая поверхность на подвеске. Такое чувство, что она всохла и пожухла. Но я доведу дело до конца, добавлю эти ноги, которые остались в молде. И уже в процессе ошкуривания, грунтования и покраски этих подвесок я посмотрю, есть ли смысл дальше работать с этой глиной. Также изделие из этой глины я не проверяла на прочность. Это я сделаю после процесса ошкуривания. Обычно я таким не занимаюсь, но с помощью этих подвесок я хочу протестировать эту глину на всех этапах. Точно так же я тестировала и акриловый герметик для молдов, но нашла свой материал, с которым мне приятно работать. Это текстурная паста Сонет. У меня на канале есть несколько видеообзоров на эту тему, посмотреть можно по ссылкам вверху. И на данный момент могу сказать только 2 плюса этой глины, то что она высыхает за сутки и с ней легко работать. Но больше всего меня волнует это качество изделия, и пока оно под большим вопросом. И как вы видите на видео, издалека это смотрится в принципе неплохо. Но стоит только приблизить, видны все нюансы. С обратной стороны она получилась с трещинами. Впереди есть много неровностей и шероховатостей, а внизу она такое чувство, что сильно усела. И сейчас я с помощью кисточки попытаюсь разгладить все неровности, чтобы в дальнейшем было проще работать с этим изделием. Ссылку на этот молд я оставлю в описании под видео, если он кого-то заинтересует. По размерам этот молд в высоту 8 см, а в ширину 6 см. По размерам готовая лепнина из этого молда получается в высоту 6,5 см, а в ширину 5 см. Сильно лучше, конечно, не становится, но более или менее я сгладила все неровности на поверхности. И на данный момент, что я могу сказать по этой глине? Большое сомнение у меня, буду ли я дальше работать с этой глиной. Мне не нравится качество изделий, которые получаются из этой глины. Трескается и также дает усадку. Возможно, это из-за того, что она быстро сохнет на воздухе. И еще стоит большой вопрос по поводу прочности изделий из этой глины. И стоит ли работать с этой глиной в профессиональном плане. Если же делать изделия из этой глины для себя, также я думаю, что детки могут с этой глиной работать, то тогда да. Это отличный вариант. Напишите, пожалуйста, в комментариях свои впечатления. Возможно, кто-то из вас уже работал с этой глиной. Также, как вам такая идея в виде подвесок из глины? Буду ждать от вас обратную связь. А на сегодня это все. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До встречи на канале. Всем пока!